Всем привет из Камбоджи! Продолжаю осваивать эту необычную страну, и в этом видео расскажу вам свои впечатления от поездки на самый главный курорт страны – в город Сиануквиль. Уже прожив в камбоджийском городе Кампот несколько месяцев, меня вдруг посетила гениальная, как мне показалось на тот момент, идея на выходные съездить в курортный город Сиануквиль. Расстояние между Кампотом и Сиануквилем чуть больше 100 километров. А гениальность моей идеи состояла в том, что я решил поехать на велосипеде. Да вот только я не подумал о таких факторах, как камбоджийское бездорожье, камбоджийское палящее солнце в сухой сезон, температуру в 35 градусов и то, что я ни хрена не спортсмен. Но тем не менее, выехав в 5:30 утра и не без последствий, к обеду я кое-как добрался до Сиануквиля. Сиануквиль – город на юго-западе Камбоджи, расположенный на берегу Сиамского залива и с населением около 300 тысяч жителей. Он является главным морским портом страны и популярным пляжным курортом. Приехав сюда, я будто попал в совсем другую страну. Наличие такого города вообще трудно представить в Камбодже. Уж очень сильно он контрастирует со спокойными камбоджийскими деревенскими пейзажами. Тут огромные элитные отели и резорты, казино и деловые центры, трафик и звуки повсеместной стройки. Еще каких-то 10 лет назад Сиануквиль был тихим, провинциальным курортным городком с белоснежными пляжами, атмосферными барами, где все стоило по $1, и популярными у бэкпекеров бюджетными гестхаусами. Это был спокойный, чилловый городок, где любили селиться европейские экспаты, которые приезжали сюда за дешевым жильем, пляжами и особой неторопливой атмосферой. Тогда Сиануквиль был известен своими деревянными бунгало у моря, барами прямо на песке и пляжными вечеринками в стиле хиппи. Но в какой-то момент наши братья-китайцы решили, что здесь они будут строить второй Макао. Город-казино. В Сиануквиль резко хлынули масштабные китайские инвестиции, изменившие город до неузнаваемости. Началась масштабная стройка элитных отелей, казино и бизнес-центров. После этого город изменился навсегда. От былой, расслабленной атмосферы не осталось и следа. Всего за несколько лет, как грибы после дождя, вблизи всех пляжей города выросли гигантские отели и резорты, по лучшим заветам китайской компартии, лишенные какого-либо шарма и индивидуализма. А центр города наполнился китайскими казино. На улицах уже трудно встретить европейских туристов, а вот наши друзья-китайцы тут повсюду. Все надписи на китайском, все заведения, рестораны, отели, магазины, в общем, вся инфраструктура в центре города рассчитана на китайских посетителей. Они тут живут, строят, делают бизнес, играют в казино, и кажется, что тут, в отдельно взятом городе Камбоджи, от камбоджийского-то осталось совсем чуть-чуть. Цены на все резко выросли, и тем местным, которые не смогли встроиться в новую китайскую систему, стало просто не по карману оставаться жить в городе. Многие переселились на окраины, многие уехали в другие города. Ну а те из местных, кому повезло и кто смог найти себя в этой новой системе, устроились на работу к китайцам обслуживающим персоналом, уборщиками, охранниками, крупье в казино или продавцами в магазинах. Вон та средняя башня, это моя, вон там я остановился. В самом центре города, прямо в эпицентре всего китайского движа, есть комплекс Star Bay, состоящий из 5 33-этажных башен, 3 из которых уже введены в эксплуатацию, а еще 2 на подходе. Именно в одной из них я и остановился, заранее забронировав кондо через Airbnb. Эта комната на 12-м этаже обошлась мне примерно в $100 за 3 дня. На территории был бассейн, а на последнем этаже смотровая площадка с видом на весь город. Кстати, а вы не в курсе, что это за прикол с нумерацией этажей? Почему нет 4, 14 и 24 этажа? Если кто знает, напишите в комментариях. Этот комплекс, как и все остальное вокруг, тоже построен китайцами и для китайцев. И пока китайская экспансия старается вытеснить с центра города всю камбоджийскую традиционность, кое-где на его окраинах еще остались храмы,
пагоды и дворцы в традиционном камбоджийском стиле. Одно из таких мест – это пагода Wat Leo, расположенная в северо-западной части города на вершине холма. Отличное место не только познакомиться с кхмерскими традициями, архитектурой и сценами из буддийских преданий, но и посмотреть на город со смотровой площадки, оставив всю эту городскую суету где-то там внизу. Обратите, кстати, внимание на контраст между местными халупами и китайскими башнями. На территории пагоды много диких обезьян, а вид омрачает мусор и стрёмного вида кошки и собаки. Еще одно место, которое я посетил в тот день, это городской рынок. Это самый крупный в Сиануквиле, но при этом вполне типичный азиатский суетной и атмосферный рынок. Тут местные закупаются продуктами, одеждой, электроникой и бытовыми товарами, а на иностранцев все смотрят с удивлением, ведь последние здесь совсем не частые гости. Тут можно попробовать традиционную камбоджийскую уличную еду, как правило, с рисом или лапшой. Еще один нетронутый островок камбоджийской традиционности посередине океана китайской экспансии. Раз уж Сиануквиль считается популярным пляжным курортом, я решил мельком пробежаться по городским пляжам и посмотреть, что они из себя представляют. Прямо у подножия огромных элитных китайских отелей расположился Independence Beach. Тут чистый белый песок, а огромные валуны добавят дополнительный антураж вашим фоточкам, которые вы будете делать на их фоне. Хорошие фоточки на фоне пляжа и башен отелей получатся из пирса, который тут тоже имеется. Когда я сюда приехал, тут практически никого не было, но картину омрачали мусор, то тут, то там оставленный местными, и звуки непрерывной стройки где-то там на фоне. Еще один уединенный и невероятно чистый пляж, где вы не найдете ни мусора, ни других людей, это пляж Сокха-Бич. Он такой уединенный и чистый, потому что частный и принадлежит большому резорту. Но спустившись туда сбоку по камушкам, вроде никто особо и не возражал, что я там гуляю. Дальше за Сокха-Бич, пройдя набережную с торговыми палатками, я попал на Серендипити-Бич. Это самый главный городской пляж. Хоть он и не самый широкий, но он достаточно длинный, протяженностью больше 3 километров. Это шумный, многолюдный туристический пляж. Местные тут встречают закат в простеньких уличных кафешках, попивая местное пиво и закусывая шашлычками из осьминога, вялеными скатами или улитками, приготовленными на пару. А ближе к полуночи на Серендипити-Бич-Роуд оживают неприметные в дневное время бары и клубы. И басами музыки, пляжными вечеринками и алкоголем начинают заманивать прогуливающихся мимо гостей города. Проехав Серендипити-Бич целиком, за перевалом начинается следующий длинный пляж. Это Атрес-Бич. И хоть он менее оживленный, зато отлично подойдет любителям встречать закат, оставив все эти китайские башни где-то там позади, на горизонте. Возможно, я просто искушенный путешественник, но меня все эти городские пляжи не особо-то и впечатлили. Положа руку на сердце, если честно, то в Сиануквиле особо делать нечего. И оказавшись тут, я вам советую поскорее прыгать в лодку и отправиться исследовать близлежащие острова. Ведь рядом с Сиануквилем есть несколько потрясающих островов с чистыми пляжами, бирюзовой водой и атмосферой, совершенно не похожей на шумный материк. На один из таких островов, остров Коронг, я и отправился. Остров Коронг – один из самых красивых островов Камбоджи, который находится в Сиамском заливе, примерно в 25 километрах от Сиануквиля. Это место славится белоснежными пляжами, кристально чистой бирюзовой водой, густыми джунглями и своей особой атмосферой. Чтобы туда добраться, я заранее за $25 купил билет в обе стороны на пирсе, что находится возле Серендипити-Бич. И уже следующим утром лодка везла меня и других путешественников на остров Коронг. Через какое-то время мы прибыли на пирс, что в деревне Ко-Тач-Виллидж. Это главная деревня острова Коронг, расположенная на юго-восточном побережье. Тут самое оживленное место острова и основной центр туристической жизни. Тут бары и рестораны, гестхаусы и дайв-центры.
Тут по ночам проходят тусовки, шоу и вечеринки, а днем распаренные камбоджийским солнцем туристы размачивают похмелье местным пивом. Тут можно найти самый разный ночлег, от привычных гестхаусов и до причудливых бунгало на высоченных ногах. Тут в основном зависают туристы европейской внешности, и нет вездесущих китайцев с их маниакальным стремлением строить уродливые башни. Я думаю, плюс-минус такая атмосфера и была в самом Сиануквиле до того, как туда заползли китайские инвестиции. Не знаю, как у вас, а я, приехав в новое место, сразу чувствую, мое или не мое. И вот энергетика этого поселка определенно в меня попала. Остров Коронг славится своими уединенными пляжами, и, взяв тук-тук за 8 баксов, я поехал на один из них. Площадь острова около 78 квадратных километров, и на нем насчитывается примерно 23 пляжа. Самый известный из которых это Лонг-Бич, на котором вот я сейчас нахожусь, растянулся аж почти на 7 километров. И после шумного Сиануквиля обратите внимание, насколько тут уединенно и никого нету. 7 километров белоснежного мелкофракционного песка и кристально чистой бирюзовой воды практически без людей. Картину, правда, кое-где омрачает оставленный свиньями мусор, особенно это заметно возле старого пирса, что у основания пляжа. Тут особо нет магазинов, поэтому если вдруг соберетесь сюда, не забудьте взять воду и еду с собой. И еще, тут не ловит мобильная связь. Я провел на пляже несколько часов и на тук-туке, но уже за 2 бакса вернулся обратно в деревню. После заката на острове Коронг можно также наблюдать такое уникальное явление, как светящийся планктон. И я очень пожалел, что не остался на острове на ночь, чтобы воочию это увидеть. Да и чтобы лучше понять атмосферу острова. Но с острова давайте вернемся обратно на материк, ведь мне есть еще что вам рассказать про Сиануквиль. Визитной карточкой Сиануквиля является статуя 2 золотых львов. Это, наверное, самый узнаваемый символ города, что расположен в центре на круговом перекрестке. А львов со всех сторон окружили высотки китайских казино и отелей. Какие-то до сих пор активно строятся и сейчас, а каким-то суждено так и остаться стоять недостроенными. В какой-то момент китайцы стали составлять до 90% иностранных жителей города. Пока по каким-то причинам в 2019 году не разругались с правительством Камбоджи. Подозреваю, что просто не смогли поделить финансовые потоки, в результате чего правительство Камбоджи запретило в стране онлайн-казино, ну а следом ударил и ковид. Китайский капитал так же резко, как пришел, так же резко и ушел из города. Сотни строек остановились, многие здания так и не были достроены, а тысячи китайских рабочих и бизнесменов покинули город. Сегодня тут можно увидеть огромные пустующие кварталы, недостроенные небоскребы и торговые центры с закрытыми магазинами. В некоторых районах кажется, будто само время остановилось. Вот тут с одной стороны светится казино, а с другой стороны пустырь, ничего нету и тьма тьмущая. И пока китайские инвестиции то приходили, то уходили, местным жителям нужно было как-то жить и пытаться адаптироваться под стремительно изменяющиеся реалии города. Многие потеряли работу в казино и были вынуждены вернуться к старым занятиям – торговле, рыболовству и мелкому бизнесу. В наши дни город пытается найти новый баланс между прошлым и будущим. У подножия пагоды Wat Leo, о которой я рассказывал раньше, живут, как мне показалось, те самые бедные местные жители, которые так и не смогли найти себя в этой бурно меняющейся системе. Тут словно пытаются ужиться 2 абсолютно разных мира – китайский глобализм и камбоджийский консерватизм. Эти миры хоть и пытаются делить одну территорию, но они абсолютно друг с другом не пересекаются. У каждого из них свой менталитет, свои правила, традиции, своя инфраструктура, логистика, ценообразование. И первый тут явно преобладает над вторым. Пока одни комплексы стоят заброшенными, по соседству уже кипят новые огромные стройки. А по ощущениям, тут китайцы по-прежнему преобладают над местным населением. Уж слишком глубоко этот спрут пустил свои щупальца в этот камбоджийский город, чтобы просто так оставить его в покое. Сиануквиль – яркий пример того, насколько инвестиции и глобализация могут лишь только обосрать облик города.
Всего за несколько лет из уютного и атмосферного пляжного городка он превратился в центр казино и строительных проектов, многие из которых сейчас заброшены. Но тем не менее, Сиануквиль остается главным курортом Камбоджи. В Сиануквиле я провел 3 дня, и нужно было возвращаться. Снова нужно на велосипеде проехать по камбоджийской провинции больше 100 километров. Где-то в 30 километрах от Сиануквиля строится какой-то большой религиозный комплекс со множеством гигантских статуй Будды. Интересно, что тут будет, если кто в курсе, напишите в комментариях. В этом городе мне совсем не понравилось. У него явные проблемы с инфраструктурой, когда оживленные городские кварталы с гигантскими башнями соседствуют с заброшенными пустырями. Хаотично и нелогично устроены дорожные развязки. Переменчивый ландшафт, когда нужно то подниматься в гору, то спускаться с горы. Город большой, но в нем напрочь отсутствует такое понятие, как общественный транспорт. По сути, кроме набережной, в городе абсолютно негде погулять. Тут нет парков и скверов. В городе широкий разброс цен. Например, суп с лапшой и курицей, приготовленный в китайской лапшичной китайцами для китайцев, стоит $7. А рядом, в местной уличной столовой, которая в виде тележки с зонтиком и пластиковыми стульчиками прямо на тротуаре, плюс-минус такой же суп камбоджийцы готовят за $2. Да и в целом цены тут выше, чем в среднем по стране. Сиануквиль – грязный город. Мусор и грязь тут повсюду, и то тут, то там можно наткнуться на стихийные свалки. А все эти гигантские башни и звуки вездесущей стройки создают очень давящую атмосферу. Тем временем я уже почти докрутил педали до пункта своего назначения – города Кампот. Но о нем я расскажу в следующих видео. И тем не менее, посетить Сиануквиль я вам все-таки советую хотя бы для того, чтобы, пропустив этот город, сразу отправиться на ближайшие острова и зависнуть там на несколько дней. Там мне действительно очень понравилось, и я пожалел, что неверно спланировал логистику своей поездки, отдав приоритет Сиануквилю. Нужно было вместо этого зависнуть на острове дня на 3. Спасибо, что посмотрели это видео, и желаю всем впечатляющих путешествий. Фура за мной гонится! Еще около 20 километров до Кампота. Нос в конец обуглился. Пришлось импровизировать. Я уже почти доехал. Я уже в Кампоте, совсем чуть-чуть осталось. О, капец. Время, наверное, 1 или 1:30. Самое пекло. Я капец как перегрелся. Все, почти дома. Мне осталось за угол заехать. Сейчас у мужика куплю покушать, у которого всегда иду покупаю. 105 километров за сегодня намотал из Сиануквиля в Кампот. Доездился до волдырей.